Вы на канале «Горизонт событий». Приветствую всех, кто следит за стремительными изменениями на нашей планете. Сегодня 7 июня, и мы начинаем свежий выпуск природных катаклизмов, аномалий и чрезвычайных событий за прошедшие сутки. На юге Литвы зафиксировано прохождение двух торнадо. Основной удар стихии пришелся на деревню Антонавас, расположенную в Кальварийском самоуправлении Мариампольского уезда. Формирование вихря было вызвано прохождением активного штормового фронта и глубокого циклона, принесшего в регион интенсивные грозы, ветер и локальный град. Торнадо в Антонавасе присвоен рейтинг 1,5 по международной шкале Фуджита. В населенном пункте сорваны крыши нескольких жилых домов и хозяйственных построек, зафиксированы повреждения фасадов и выбиты стекла. Стихия массово вырывала с корнем и ломала крупные деревья. Падение стволов привело к блокировке дорог и обрыву линий электропередачи. Более мощный торнадо класса IF2 в тот же вечер атаковал район Алексотас в Каунасе, где зафиксированы еще более масштабные повреждения крыш, фасады домов посечены обломками, выбиты стекла. Десятки автомобилей оказались раздавлены упавшими деревьями и элементами сорванных крыш. Местные жители отметили характерный для торнадо сильный низкочастотный гул, сравнимый с звуком приближающегося товарного поезда, который возник непосредственно перед соприкосновением воронки с землей. В результате прохождения шторма по всей Литве без электричества остались около 4900 потребителей. В Лорийской области Армении подсчитывают ущерб от града, который обрушился на регион. По сообщениям метеорологической службы Армении, грозовой фронт принес с собой аномально крупные осадки, которые непрерывно засыпали населенные пункты на протяжении 20 минут. В отдельных районах области ледяные снаряды достигали размеров куриного яйца. Стихия не оставила шансов ни имуществу, ни сельскому хозяйству. В результате ледяной бомбардировки побиты крыши десятков жилых домов, повреждены автомобили. Сильнейший удар пришелся по аграрному сектору, уничтожены посевные площади, разбиты фруктовые сады и огороды. Сейчас в пострадавших населенных пунктах работают несколько спасательных бригад, которые помогают жителям ликвидировать последствия стихии. Чрезвычайное происшествие в Эквадоре. В субботу в порту города Манби-Манта, считающимся тунцовой столицей Тихого океана, вспыхнул мощнейший пожар. Пламя охватило и уничтожило около 35 судов. В их числе оказались как крупные рыболовные тунцы-ловы, так и средние лодки кустарного промысла. Очевидцы из числа местных рыбаков сообщают, что перед началом пожара на причале прогремело несколько мощных взрывов. После этого огонь стал мгновенно распространяться от одного судна к другому из-за сильного ветра. На место происшествия немедленно прибыли расчеты пожарной охраны города Манта, подразделения военно-морских сил Эквадора и бригады скорой помощи. По первоначальным заявлениям властей, погибших в результате инцидента нет, как минимум 2 человека получили серьезные ожоги. Полиция и эксперты пожарной лаборатории приступили к расследованию причин катастрофы. Предполагается, что пожар начался из-за нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ на одном из кораблей, после чего детонировали баллоны с газом или топливные баки. На Камчатке объявлен максимальный красный код авиационной опасности из-за мощного взрывного извержения вулкана Шевелуч. Вечером 6 июня самый северный действующий исполин полуострова произвел серию колоссальных пепловых выбросов, высота которых, по данным Камчатской группы реагирования, достигла 12 километров над уровнем моря. Огромное облако мелкодисперсной вулканической пыли представляет прямую угрозу для двигателей авиалайнеров, чьи маршруты пролегают над этим регионом. Специалисты Единой геофизической службы предупреждают, что экстремальная активность гиганта продолжается, и новые взрывы могут произойти в любую минуту. На данный момент сообщений о сильном пеплопаде в жилых зонах не поступало, однако жителям ближайших населенных пунктов Усть-Камчатского округа настоятельно рекомендуют оставаться в помещениях и плотно закрыть окна. Мощный шторм и разрушительные наводнения обрушились в субботу на восточные регионы Румынии. Национальная метеорологическая администрация Румынии ввела оранжевые и красные уровни опасности.
Эпицентром стихии стали историческая область Молдова и уезды Нямец и Вранча, где проливные дожди моментально превратили городские улицы и сельские дороги в бурные реки. Местами интенсивность осадков достигала 80 мм в час, из-за чего ливневые системы городов и русла местных рек переполнились. Стихия сопровождалась шквалистым ветром, достигавшим скорости 70-80 км в час, сильными грозами и крупным градом. Из-за разгула стихии в восточных и южных регионах Румынии зафиксированы масштабные отключения электроэнергии. Десятки поваленных деревьев заблокировали дороги, парализовав автомобильное движение. Вода хлынула в подвалы частных домов, затопила сотни приусадебных участков и повредила автомобили. В пострадавших районах спасатели и пожарные бригады переведены на усиленный режим работы. По прогнозам румынских синоптиков, гидрологический желтый код опасности на малых реках восточного бассейна Сирет и Прут будет действовать как минимум до полудня воскресенья, из-за чего сохраняется высокий риск внезапных разрушительных паводков и схода селевых потоков в холмистой местности. В китайской провинции Зилин торнадо вызвал песчано-пылевую бурю. В уезде Тяньго городского округа Сунъюань из-за резкого перепада температур и столкновения воздушных масс сформировался вращающийся вихрь, который коснулся земли и начал стремительно продвигаться по открытой местности, поднимая в воздух тонны песка, сухой почвы и пыли. Сильный ветер ломал деревья, повредил сельскохозяйственные теплицы, сорвал металлические крыши с хозяйственных построек и жилых домов, а также повредил линии электропередач. К счастью, благодаря заблаговременным предупреждениям со стороны регионального метеоцентра, люди успели укрыться, и сообщений о погибших или пострадавших на данный момент не поступало. Сильные ливни вызвали подтопление в нескольких районах Янгона. Обрушившийся на бывшую столицу Мьянмы затяжной дождь парализовал движение на ключевых городских улицах и затопил низинные кварталы. В ряде пригородов мегаполиса вода поднялась до уровня колена, затопив первые этажи жилых домов и торговых лавок. Серьезные проблемы зафиксированы в таких районах, как Инсейн, Бахан и ряде центральных зон Янгонского метрополитена, где ливневая канализация не справилась с экстремальным объемом осадков. Местные синоптики связывают эти капризы погоды с активизацией юго-западного муссона в Бенгальском заливе. Параллельно с этим гуманитарная ситуация ухудшается в других регионах Мьянмы. Штормовой фронт нанес тяжелый удар по прибрежным и горным территориям страны, где зафиксированы первые случаи схода селевых потоков и оползней. В штатах Карен, Мон, а также в дельте реки Иравади объявлен повышенный уровень опасности из-за стремительного подъема уровня воды. Международные гуманитарные миссии и местные волонтерские группы уже начали развертывание пунктов временного размещения для жителей, чьи дома оказались разрушены или затоплены. В то время как в Южной Индии полным ходом разворачивается сезон дождей, на севере страны бушует предмуссонная непогода. Мощный западный циклон спровоцировал сильнейшие пыльные бури, грозы и шквальные ветры в пустынном штате Раджастан. Согласно сводкам Индийского метеорологического департамента, штормовая система накрыла регион сплошным грозовым фронтом, принеся с собой порывы ветра скоростью до 70 км в час. Разгул стихии уже привел к трагическим последствиям в округах Баратпур, Дхолпур и Бхилвара, где в результате обрушения стен недостроенных зданий и падения сорванных ветром металлических конструкций погибли как минимум 4 человека, еще несколько местных жителей получили тяжелые травмы. На кадрах из Биканера и Чуру видно, как колоссальная стена из песка и пыли буквально поглощает города, превращая день в глубокую ночь. Водители на трассах были вынуждены останавливаться и включать фары. Падающие деревья и обломки повредили линии электропередач и мобильные вышки, оставив без связи и электричества десятки населенных пунктов. Единственным положительным моментом этого катаклизма стало долгожданное падение температуры воздуха почти на 8 градусов, что принесло временное облегчение региону после недель изнуряющей 45-градусной жары. Однако метеорологи предупреждают, что передышка будет недолгой, и сухие знойные ветра вернутся уже в ближайшие дни. В
Коста-Рике тихоокеанский город Либерия ушел под воду из-за катастрофических ливней, вызванных сильной атмосферной нестабильностью и активностью внутри тропической зоны конвергенции. Пятничный шквал превратил улицы популярного туристического центра провинции Гуанакасте в бурные реки. Основной удар стихии пришелся на районы Сан-Антонио, Пуэбло-Нуэво, Корасон-де-Хесус и Лос-Серос. Ливневая канализация города моментально забилась бытовым мусором, и колоссальный объем воды вызвал мгновенный потоп. Местные жители оказались в ловушке внутри собственных домов из-за стремительно прибывающей воды. Спасателям удалось эвакуировать десятки человек, которые были заблокированы в затопленных зданиях. Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям разворачивает временные убежища для пострадавших семей. Эксперты Национального метеорологического института предупреждают, что угроза не миновала. Осадки продолжатся в выходные, а в акватории Тихого океана формируется зона низкого давления с высокой вероятностью перерастания в тропическую депрессию. Гражданам настоятельно рекомендуют отказаться от поездок, избегать затопленных трасс и оперативно реагировать на сигналы эвакуации. Серьезное наводнение затопило город Санта-Анна на западе Сальвадора, превратив городские улицы в бурлящие реки после мощного тропического ливня, обрушившегося на регион вечером 5 июня. Стремительный паводок застал жителей врасплох, заставив многие семьи провести всю ночь в тревожном ожидании помощи. Вода хлынула в жилые дома и коммерческие здания, а также затопила центр города, где потоки парализовали дорожное движение и затопили припаркованные автомобили. Наиболее сокрушительный удар стихии пришелся на социальную инфраструктуру. Поток воды ворвался в корпуса региональной больницы, затопив отделение неотложной помощи и создав угрозу для жизни пациентов. Серьезные затопления зафиксированы в районе кольцевой развязки, а также вблизи стадиона, где из-за забитых дренажных систем уровень воды поднялся выше метра. Как сообщает Министерство окружающей среды Сальвадора, причиной экстремальной погоды стала активная тропическая волна, пришедшая со стороны Тихого океана, которая продолжит вызывать затяжные штормы по всей стране. Национальная служба гражданской обороны объявила повышенный уровень опасности в горных районах и призвала водителей избегать затопленных участков дорог.